Приветствую всех, меня зовут Андрей Щербаков, и мы продолжаем с вами встречи, посвященные внетелесной практике. И первое, о чем сегодня мы будем говорить, это доступность этой практики. Может ли внетелесный опыт освоить любой человек, или это все-таки удел избранных? Мой ответ – да. Любой человек может освоить эту практику. Конечно, на разном уровне. У кого-то это получается очень хорошо и быстро, у кого-то вообще не получается, к сожалению. Но освоить могут все. Но существуют факторы, которые влияют на то, как далеко вы сможете зайти. Получится у вас, не получится, получится быстро, или вы долго будете заниматься. И вот об этих факторах мы сейчас с вами поговорим. Первый фактор – это предрасположенность. Второй – возраст. Следующий – общая осознанность. Следующий – физическое и психическое состояние. Следующее – вредные привычки и образ жизни. Религиозность, терпение и желание. Вот эти факторы, они очень серьезно влияют на успех вообще этой практики. Не только, чтобы освоить ее, но и на то, как в дальнейшем вы этой способностью будете пользоваться. И вообще, как далеко вы сможете зайти. Так вот, есть люди, предрасположенные к этой практике. Они, буквально узнав самые простые упражнения, попробовав 2-3 раза, попрактиковав, может быть, несколько дней, и у них уже все получается. Таких людей очень мало, но они есть. И если вы относитесь к их числу, то вам очень повезло. Потому что именно такие люди могут зайти настолько далеко в своих исследованиях и вообще стать исследователями этого состояния, что другим и не снилось, как бы, можно так сказать. То есть такие люди есть, но их крайне мало. Прям очень мало. Но предрасположенные люди все-таки существуют. Возраст. Каким образом возраст влияет на практику внетелесного опыта? Я обратил внимание, общаясь со многими людьми, а за последние 1,5 года я с сотнями, можно даже сказать, с несколькими тысячами людей разговаривал, которые хотят освоить, которые пытаются, пробуют. Я сделал выводы, что чем старше человек становится, тем сложнее ему освоить внетелесную практику. Связано это в первую очередь с тем, что молодой мозг, мозг молодых людей, он более гибкий, он более открытый для обучения. Он еще не закостенел в своих проблемах каких-то, в своем миропонимании уже закостенелом, установившемся в этих рамках, и человек больше не хочет меняться ни вправо, ни влево. Молодой ум, он очень гибкий, готов учиться. Кроме того, люди молодые, они только недавно пришли из мира душ. То есть они совсем недавно воплотились в теле. И в основном спонтанные выходы из тела, когда человек не хочет, не планирует, а вот так получается, происходит именно в молодом возрасте. Как раз я думаю, из-за того, что они совсем недавно из мира душ. И вот эта связь с миром душ у них еще очень сильна. С возрастом мы обрастаем проблемами, трудностями, наш миропонимание уже устоявшееся, мы закостенелые становимся, не хотим учиться уже, считаем, что все уже знаем. То есть чем старше, тем сложнее учиться, тем мозг менее гибкий. И таким образом возраст влияет. То есть самый идеальный возраст для обучения внетелесной практике, когда это легче происходит, это с 16 до 30 лет. Вот такие выводы я сделал из своей практики, из общения с людьми. Общая осознанность. Вообще осознанность, она лежит в основе поисков ответов. Когда человек начинает осознавать себя, что он есть вечная душа, начинает задавать себе серьезные вопросы о том, как устроен мир, откуда мы пришли, куда мы уходим, он начинает искать ответы, начинает практиковать дыхательные практики, йогу, то есть осознанные сновидения, и как следствие осознанных сновидений пытается дальше развивать эту практику. Осознанность, она является началом любого пути.
любого развития, то есть личного роста. Так вот, укрепление общей осознанности, оно очень положительно сказывается на внетелесной практике, на обучении внетелесной практике. Физическое и психическое состояние. Мы вообще с возрастом становимся настолько засорены, как физически, так и психически. И это в буквальном и в переносном смысле, что нам очень тяжело чему-то учиться, нам вообще тяжело что-то делать. То есть мы становимся ленивыми, не хотим двигаться. Кроме того, психические заболевания, психические расстройства, они являются просто противопоказанием для обучения внетелесной практике. Вообще, даже когда вы уже освоите, начнете выходить из тела, вы увидите, что высокая эмоциональность, нестабильность эмоциональная, она очень сильно мешает внетелесной практике. То есть здесь нужно хладнокровие, нужно умение сосредоточиться, нужно умение отключиться. То есть человек должен быть уравновешенным, он должен быть психически устоявшимся. А если у человека какие-то расстройства эмоциональные, психические, я не знаю, то есть он неуравновешенный, ему будет крайне тяжело освоить эту практику и вообще сосредоточиться на этой практике. То есть это тоже фактор, который влияет на практику. Вредные привычки. Вот тут интересно. Основа внетелесной практики – это управление своим сознанием, и это ясность сознания. Для того, чтобы практиковать, вы должны уметь ясно мыслить. У вас должны быть ясные мысли, чистые мысли. Так вот, алкоголь, курение, наркотики – это все такие факторы, которые притупляют сознание, которые притупляют чистоту и ясность мышления. А как следствие, это неспособность сосредотачиваться, это неспособность медитировать, это неспособность доводить себя в энергетическом упражнениях этих, доводить до состояния разделения. То есть все эти факторы, они очень сильно влияют. Вот, допустим, употребление спиртного минимум на 3 дня выбивает вас энергетические состояния равновесия. 3 дня вы просто ничего не сможете сделать. То есть во внетелесной практике у вас вообще ничего не будет получаться. Но это 3 дня, это при том условии, что вы будете заниматься своим исцелением. То есть будете уравновешивать свою энергетику, будете приходить в баланс. Но если вы ничего делать не будете, то минимум 6 дней вам потребуется для того, чтобы восстановиться. Для того, чтобы энергетически вы восстановились и чтобы ясность мышления, ясность сознания к вам вернулась. А если вы употребляете, допустим, спиртное как минимум 1 раз в неделю, то шансов на внетелесную практику у вас практически нет. Потому что вы не сможете иметь то окошко чистого сознания, ясного мышления и правильной энергетической настройки своего тела, чтобы заниматься этой практикой. То есть алкоголь, наркотики, курение – это крайне сильные подавляющие факторы внетелесной практики. Конечно, когда мы будем уже следующие дни говорить о практике, следующая лекция, я понимаю, что кто курит, невозможно сразу бросить курение. И если вы попытаетесь бросить для того, чтобы практиковать, то это приведет к стрессу определенному, и психическому, и физическому, и у вас тем более ничего не будет получаться. Поэтому от алкоголя, естественно, надо отказываться, это 100%, без этого практики просто не может быть. Про наркотики я вообще молчу, это недопустимые вещи. А вот курение, конечно, кто курит, надо бросать. Постепенно, потихонечку к этому надо приходить. С курением внетелесная практика. Возможно, у вас что-то будет получаться, но все-таки курение притупляет сознание, притупляет ясность мышления. Кроме того, есть такие привычки, есть такие вещества, которые вроде безобидные, которыми мы пользуемся ежедневно, но которые тоже влияют на нашу нервную систему. Среди таких веществ это кофе, например. Я кофе вообще не употребляю ни в каких видах, ни в каких количествах. И как оказалось, что это сыграло очень положительную роль в моей практике. Мне много задавали вопросов по поводу кофе, влияет, не влияет. Я решил проэкспериментировать. Я купил кофе и начал его употреблять. Днем, в течение дня, вечером. И ни разу после этого, когда я употреблял кофе, мне не получалась внетелесная практика. Я даже не смог доводить себя до состояния разделения. То есть
настолько это мешало мне, настолько это влияло раздражающе на мою нервную систему, я был просто удивлен. Ничего себе, вроде обычное кофе, но так вот влияет. Так вот, такие напитки, которые влияют именно на нашу нервную систему, они не позволяют нам доводить себя до состояния разделения. Мы дальше будем говорить в следующей лекции о вибрациях, допустим, когда вы доходите до этого состояния. Так вот, вы не сможете даже до этого дойти состояния. То есть кофе – это раздражитель нервной системы. Я, допустим, употребляю чай, но я пью не крепкий чай, поэтому он на меня никак не влияет. Возможно, при употреблении крепкого чая, прям очень крепкого, это тоже будет влиять на внетелесную практику. То есть вы должны понимать, что любые вещества, которые влияют на нашу психику, раздражают нашу нервную систему, они препятствуют внетелесной практике. И для того, чтобы практиковать, и, допустим, вот этот месяц, который нам понадобится для того, чтобы освоить эту практику, начать выходить из тела, вот этот месяц должен быть полностью очищен от этих всех веществ, включая и кофе. Следующий влияющий фактор – это религиозность. Я говорю о тех людях, которые живут в системе каких-то устоев, в системе каких-то стереотипов, каких-то запретов, каких-то убеждений. И я не говорю о том, что это плохо. Я говорю о том, что это препятствует. Я говорю о том, что человеку очень сложно выйти за рамки той системы, тех рамок, как бы клетки, в которой он находится. Да, религиозные люди могут иметь внетелесный опыт, практику, но, к сожалению, весь их опыт будет сосредоточен только в ментальном слое. Дальше у них шансов зайти просто нет. Поэтому религиозные люди, которые очень активно практикуют это в своей жизни, то есть ограничивают себя определенными рамками. Опять же говорю, что я не говорю, что это плохо, я говорю, что это мешает внетелесной практике. Следующее – терпение и желание, о которых мы говорили. К сожалению, мы живем в таком веке, когда все быстро происходит, мы мечемся, работа, дом, что-то делаем, бизнес. У нас просто ни на что не хватает времени. И желательно бы, чтобы все у нас получалось очень быстро. Если мы решили освоить практику выхода из тела, то желательно, чтобы это произошло за 2-3 дня. Больше у нас просто времени на это нет. Вот мы так устроены. Нам надо как можно быстрее все и сразу. Но в этой практике так не получится. Нужно настраиваться на то, что потребуется 3-4 недели только лишь для того, чтобы ощутить это, как это происходит, чтобы выйти из тела. Я не говорю о том, чтобы там долго задержаться, не о том, чтобы там какие-то исследования проводить. Я говорю только о том, чтобы это получилось, чтобы это начало получаться. Впоследствии нужно этот эффект разделения закрепить дальнейшими практиками. То есть, если мы готовы потратить определенное время, хотя бы месяц минимум, может быть еще 2 недели на подготовку, на очистку своего тела, тогда у нас что-то получится. То есть, не обладая терпением, шансов освоить нетелесную практику просто нету. Конечно, я говорю такие вещи, это вроде банально, да, очень просто, это же понятно и так. Но на самом деле оно так и работает. Не имея терпения, ничего добиться нельзя. И это не только касается внетелесной практики. Кроме того, должно быть желание. Просто любопытство, что это такое, интересно, это маловато для того, чтобы все получилось. Человек должен очень страстно желать. Он должен хотеть понять, что это такое. Он должен разделиться для того, чтобы найти ответы. Как правило, в практику вне тела, то есть внетелесную практику, случайные люди не попадают. Сюда приходят уже люди, у которых есть определенные запросы, есть определенные желания, то есть стремление познать, как устроен мир, что это такое, ответы найти на вопросы какие-то серьезные, то есть или встретиться со своими умершими родственниками. У человека уже есть какая-то потребность очень серьезная и страстное желание этого добиться. Так вот, страстное желание и терпение – это очень важные факторы. Да, это банально все, конечно, очень просто, но именно так это и работает. Следующее, о чем мы сегодня поговорим, это что дает эта внетелесная практика. Какой в ней смысл? Есть ли какие-то положительные факторы, влияющие на нашу жизнь, то есть какие-то последствия этой практики? Для чего она вообще нужна?
Мне иногда задают напрямую вопрос, а для чего вы это делаете? Вообще, какой в этом смысл? Вот давайте немножко об этом тоже поговорим. Первое, когда у вас начнет получаться, когда вы сможете разделиться с телом, вы поймете, что ваше сознание, ваша душа может существовать вне тела, отдельно от тела. А это означает, что смерть – это не конец, что вы, как вечная душа, имеете перспективы дальнейшей жизни, роста и развития. То есть вот осознание этих вещей, оно придает душевный покой, оно приводит к душевному равновесию, балансу, человек успокаивается. Для всех нас очень важный вопрос, а что там после смерти? То есть мы все боимся и не хотим смерти, но когда мы внетелесную практику практикуем, то есть у нас получается, мы приходим вот к этому душевному равновесию, душевному успокоению. Я считаю, что это очень важный такой фактор, к чему приводит внетелесная практика. Кроме того, мы через внетелесную практику можем получать ответы на свои вопросы. И причем делать это из личного опыта, из личных исследований, даже не из книг, не от того, что кто-то нам расскажет об этой практике, а сами, самостоятельно практикуя, ищем и находим ответы. Вопросов очень много. Сейчас, особенно в наше непростое время, когда коронавирус, очень много вот вопросов, там прививки, заговоры какие-то и так далее. То есть очень много, и мне такие вопросы тоже задают. Вы можете самостоятельно находить на них ответы для себя, и это, я считаю, что очень такой, знаете, важный фактор внетелесной практики. Кроме того, вы можете увидеть, кто из родственных душ находится рядом с вами, какие воплощения вы вместе проходили, какой план у вас есть на эту жизнь. То есть ответы на эти вопросы вы все получите через внетелесную практику. Я считаю, что это важный тоже момент именно этой практики. Следующее – это укрепление талантов. Когда я начал заниматься внетелесной практикой, я понял, что у меня есть некоторые особенности, есть таланты какие-то, которых я раньше не знал. И благодаря внетелесной практике я смог развить их. Я смог укрепить то, что у меня есть, и развить новые. То есть внетелесная практика, в принципе, это толчок к росту. Это толчок внутреннего развития. Это толчок саморазвития и развития своих способностей, и развития своих талантов. Это тоже, я считаю, что очень важный фактор. И это внетелесная практика это дает. Кроме того, внетелесная практика укрепляет здоровье. Каким образом? Помимо того, что вы можете делать упражнения энергетической настройки своего организма, что приведет обязательно к балансу вашего состояния и психического, и физического, что очень положительно будет сказываться. Я этим постоянно пользуюсь и могу сказать, что это очень хорошо работает. Помимо этого, внетелесная практика, она подразумевает, что вы берете под контроль свой образ жизни. Что вы едите, как вы живете, то есть как вы следите за своим физическим здоровьем. Без этого внетелесной практики, по крайней мере, успешной точно не получится. Поэтому вот внетелесная практика подразумевает работу со своим организмом, со своей психологией и, как следствие, укрепление здоровья. Это тоже, я считаю, важным фактором, который дает внетелесная практика. Следующее, что дает практика, это осознанность. Это укрепление осознанности. Через поиск ответов, через то, что вы будете находить ответы, получать информацию о многих вещах в вашей жизни, о вашей душе, вы все лучше и лучше, больше и больше будете понимать, кто вы есть. Вы все больше и больше будете контролировать свою собственную жизнь. Вы будете понимать прекрасно, что происходит вокруг вас, какие планы существуют на вашу жизнь. И все это будет приводить к вашей осознанности, к укреплению вашей осознанности. Осознанность, она не бывает полностью достижима. То есть это процесс. Процесс, который происходит, он может и вниз происходить, как бы скатываться вы можете расти, но это постоянный процесс, это постоянное движение. Так вот, внетелесная практика, она способствует росту осознанности, постоянно ее укреплению. И это абсолютный факт, и это проверено лично мною на себе. Кроме того,
Телесная практика дает нам возможность увидеться с родными, которые уже ушли из этой жизни. И это тоже факт, который я сам лично тоже на себе испробовал. То есть, разделяясь с телом, да, вы можете встречаться с умершими родственниками. Кроме того, вы можете даже встречаться с родственными душами, которые сейчас не воплощены рядом с вами, а находятся в мире душ. Это тоже одно из преимуществ нетелесной практики. Кроме того, вы имеете возможность благодаря этой практике путешествовать. И эти путешествия – это не на машине, не на поезде, там, на теплоходе. Это путешествие по всей планете вне тела, когда вы можете перелетать куда вы хотите. Это путешествие на Луну, на Солнце, по нашей Вселенной. То есть это невероятные возможности для изучения, для путешествий. То есть это настолько необычно и сложно даже описать человеческим языком, что дает внетелесная практика вот в плане передвижения, в плане путешествий, что это очень и очень круто. Когда у вас будет получаться, это просто фантастика. Это тоже преимущество внетелесной практики, когда в любой день, когда вы выходите, вы можете отправиться туда, куда вы захотите. И преград в этом никаких нет. Конечно, можно использовать нетелесную практику и для развлечения. Кому-то, вот, особенно молодым, такие часто вопросы задают в плане развлечения, можно ли использовать. Да, нетелесная практика тоже подходит для развлечения, особенно в ментальном слое, возможности очень большие. Меня этот вопрос не интересует, как-то я такие вещи себе даже не задаю вопросов, но это такая возможность существует для тех, кому это интересно. Кроме того, внетелесная практика дает огромные возможности для сбора информации. Я это могу утверждать 100%, потому что я постоянно этим пользуюсь. Все, что меня интересует, что интересно мне. Там есть, конечно, особенности, когда, если вас кто-то просит что-то узнать, это как бы сложновато. Я могу отдельно потом, когда на вопросы буду отвечать, об этом рассказать. Но когда это интересует лично вас, то не составляет никаких проблем узнать то, что вы хотите. Конечно, это происходит не за один день, там, не за 2 дня, то есть даже иногда не за неделю. Последний случай сбора мною информации занял у меня около месяца, но я получил всю информацию, которая мне была необходима, и даже больше. То есть внетелесная практика тоже дает такую возможность – сбор информации. Вообще, любой человек, который будет практиковать, он найдет для себя что-то интересное, что-то важное. Что-то, что лично ему дает эта практика. И это, это здорово. Это внетелесная практика, она не ведет к регрессу. Она не ведет к упадку какому-то психологическому или физическому. Это следующая ступенька вашего развития. Эта практика ведет к развитию, самосовершенствованию, познанию себя, познанию этого мира. Поэтому я считаю, что внетелесная практика, она дает только плюсы и никаких минусов. Следующий важный вопрос, который необходимо обсудить, это страх внетелесного опыта. Через это проходят абсолютно все практики. Все испытывают страх. Больше того, панический ужас даже испытывают. И, к сожалению, страх является основной причиной неудач, основной причиной, препятствующей достижению успеха во внетелесной практике. Когда мы подходим, практикуем визуализацию, медитацию, вроде все правильно делаем, и подошел тот момент, когда начинается сам процесс разделения, и мы начинаем испытывать какие-то необычные ощущения, происходят вибрации в теле. Это настолько необычно, что человек просто боится этого, а мы боимся всего, чего не можем объяснить, всего, чего не понимаем и что раньше не испытывали. Для нас это страшно. Потом начинается гул какой-то в голове, шум такой сильный, что просто на месте невозможно удержаться спокойно, а нужно сохранять спокойствие, да, а мы в этот момент думаем, что рядом с нами самолет проезжает или локомотив-поезд проходит, прям настолько сильный гул. И эти все необычные ощущения, они приводят нас в панический ужас. Что же происходит? И мы откатываемся назад. А тут как раз остается всего лишь один шаг сделать для того, чтобы разделиться с телом, и все это пройдет. Но мы этот шаг не можем сделать, потому что мы боимся. Страх мешает нам. Мы боимся
что столкнемся там с какими-то сущностями, которые представляют для нас угрозу, которые что-то с нами сделают. И мы просто даже поэтому, может быть, и многие не хотят практиковать начинать. Кто-то боится, что, выйдя из тела, он не сможет вернуться назад. Что вот он будет летать, может быть, ему там понравится просто настолько, что он не захочет возвращаться. Может быть, что-то препятствовать будет ему, он не сможет просто вернуться в тело. Такой страх существует. Кто-то боится, что когда он выйдет из тела, в этот момент какая-то другая душа заселится в его тело, которое якобы пустое, пока его на месте нету. Или, может быть, подселится к нему. И когда он вернется, он окажется, что не один в теле, и будет как бы вместе проживать с какой-то другой душой. То есть там какая-то одержимость якобы. То есть вот столько много страхов, столько много всяких разговоров про внетелесную практику, вот связано с этими страхами, что я считаю важно вот это обсудить. Это важно понять. Первое, что мы должны понимать, что страх – это абсолютно нормальное состояние человека. Это абсолютно нормальная реакция человеческой психики на что-то необычное, на что-то угрожающее нам, на что-то, что мы не можем себе объяснить. Это реакция, которая позволяет нам сохранить жизнь, которая как бы, знаете, оберегает нас от каких-то серьезных проблем. То есть это нормальная, естественная реакция, без которой человеку жить просто невозможно. Если у человека нет страха, то есть есть такие аномалии, патологии физически связанные с телом, что человек не испытывает страха, то такой человек без посторонней помощи прожить долго не сможет. Потому что, ну, то есть, вы понимаете, он в разные ситуации будет попадать и бояться этого не будет. То есть страх – это абсолютно нормально и естественно, и эта реакция необходима абсолютно человеку. Поэтому со страхом бороться – это бессмысленно. И этого не нужно делать, потому что избавиться от страха просто невозможно. Это нужно просто принять. Другой вопрос, что страх нам очень сильно мешает. Он не дает нам развиваться. Он не позволяет нам выйти из зоны комфорта. Он не позволяет нам практиковать нетелесный опыт. Страх препятствует. С одной стороны, это хорошо. Страх нас оберегает, ограничивает нам какие-то опасные такие моменты, от нас убирает. Но с другой стороны, он препятствует нашему развитию. Поэтому вопрос должен стоять не в борьбе со страхом, а в контроле над страхом. То есть победить его невозможно. Но вот взять под контроль, контролировать уровень страха, как бы его воздействие на вас, вот это можно сделать. И как раз-то вот в этом ключе мы должны всегда сосредотачиваться. И неважно, касается это внетелесной практики или каких-то других вещей. Страх – это универсальное такое качество, эмоция, как бы реакция организма, психики нашей. И в любом деле, где бы вы ни столкнулись со страхом, всегда можно применять универсальные способы. И именно способы не борьбы, а способы взять под контроль страх. Так вот, существует решение, да, как это можно сделать. Существуют эти способы взятия под контроль страха. И первое, это нужно признать. Признать страх, признать, что победить его невозможно, что он присутствует в нашей жизни и что он будет присутствовать всегда, что от него избавиться полностью не получится. Это должно ослабить влияние страха. То есть вот это признание, вы поймете, ну, никуда от этого не деться, ничего не сделаешь. Я могу сказать, что ни один практик нетелесного опыта, даже самый профессиональный, не избавился от страха 100%. Всегда что-то нас пугает, всегда что-то необычное, и мы стараемся избегать или возвращаемся в тело, то есть какие-то защиты выстраиваем. То есть страх, он будет присутствовать всегда, но он не будет иметь контроля над вами, и он не будет таким сильным. Вот это легкое жужжание как бы в кишечнике, да, в животе, вот это оно будет всегда как бы от страха, но не будет иметь влияния. Поэтому вот первое, что мы должны сделать, это признать, что страх существует, и избавиться от него невозможно. А второе, это посмотреть страху в глаза, включить свой разум, включить логику. К сожалению,
А может быть даже и к счастью, потому что в таком случае просто вопрос решается легко. Большинство страхов, они не обоснованы. Они основаны на каких-то иллюзиях, предубеждениях, каких-то домыслах, на каких-то слухах основаны. Они лишены вообще какого-то основания. То есть, в принципе, бояться нечего, но мы боимся. Боимся, потому что вот что-то себе надумали, что-то себе накрутили. Так вот, включить разум, включить логику и посмотреть страху в глаза, попытаться разобраться, в чем причина этого страха, есть ли у него основания, есть ли причины бояться. Это вот второй важный способ для взятия страха под контроль. Вот, допустим, есть такие страхи, то, что касается внетелесной практики, что человек может просто не вернуться. Вот вы вышли из тела и больше не можете вернуться. Люди этого боятся, и поэтому не хотят практиковать. Так вот, это невозможно. Вы не можете не вернуться. Существует как бы защитный механизм, что ли, который заложен просто самой природой, самим нашим бытием, что это невозможно просто не вернуться. И каждую ночь, когда вы засыпаете, ваше сознание покидает пределы вашего тела. Но каждое утро вы возвращаетесь назад. Не происходит, что вы уснули и не можете вернуться. Потому что сон – это тоже внетелесная практика. Да, пусть это неосознанная практика, неосознанный выход, но это выход, это внетелесный опыт. И каждую ночь вы возвращаетесь. Поэтому страх того, что вы не вернетесь, он не обоснован. Такого не бывает. По крайней мере, я таких случаев не знаю. Да, существуют какие-то байки, существуют какие-то рассказы. То есть, это опять же из разряда слухов. Кто-то кому-то рассказал, что кто-то когда-то не вернулся, умер. Вот на этом основании мы строим свои выводы, что оказывается можно не вернуться. Это неправда. Такого не бывает. Вы всегда будете возвращаться. И причем возвращаться очень легко. В любой ситуации, в какой бы вы ни оказались вне тела, если вам что-то, как вам кажется, угрожает, вы чего-то испугались, или вы просто захотели вернуться, любая мысль о вашем теле, о возврате, она сразу же вернет вас назад. Это механизм такой. Кроме того, не может быть такого, что вот вы не захотите вернуться и вам позволят там остаться. Но существуют правила игры. Вы пришли сюда на воплощение для того, чтобы пройти определенный путь, выполнить определенную миссию. И вы не можете просто взять и бросить все. Вам не позволят этого сделать. Поэтому существует такая некая защита от невозврата. Поэтому бояться этого не стоит. Вы всегда будете возвращаться назад в тело без всяких проблем. Есть такой страх подселения, что когда вы выйдете из тела, какое-то другое существо, сознание, демон какой-то, я не знаю, кто как, во что верит, вселится в ваше тело. Так вот, это тоже необоснованный страх, который тоже существует на основании каких-то сказок, каких-то глупых рассказов, каких-то необоснованных слухов. И в основном эти слухи распускают те, кто эту практику не осуществляет, которые не имеют опыта. Они как раз и рассказывают такие небылицы. Так вот, когда душа приходит на нашу планету, на наш первый энергетический уровень и воплощается в эмбрион, еще на стадии эмбриона, то вот энергия, сознание, душа, называйте как хотите, оно соединяется с эмбрионом, с его нервной системой, с его мозгом. И вот этот контакт, он не происходит сразу мгновенно. То есть, это развитие, вот этот симбиоз, вот это взаимодействие, оно постепенно становится плотнее и развивается. Так вот, этот союз души и тела, он развивается на протяжении всей нашей жизни. И та душа конкретно, которая пришла в ваше тело, она учится уживаться с этим телом. И ваше тело учится воспринимать душу, учится воспринимать эту энергию. Получается союз. И это не происходит мгновенно, это процесс очень долгий. Так вот, какая-то чужая душа, представьте себе, попытается завладеть вашим телом. И как это у нее получится, если это вопрос очень долгой сонастройки? Это просто нереально. А кроме того, когда вы покидаете пределы своего тела, занимаетесь внетелесной практикой или просто спите, это тоже внетелесный опыт, вы не покидаете стопроцентно
свое тело. То есть ваше сознание разделяется. И какая-то часть сознания всегда остается в теле. Всегда. Вы не можете стопроцентно покинуть свое тело. Только лишь после того, как тело умирает, когда происходит физическая смерть, только тогда сознание может стопроцентно отсоединиться от тела. До этого момента это невозможно. Поэтому ваше тело никогда не пустует. Ваше сознание всегда частично находится с ним, а часть сознания, допустим, большая часть, она уходит в уровне реальности и занимается нетелесными опытами, там, практикой. Но вот эта часть, которая остается, она необходима для того, чтобы поддерживать связь между ушедшей душой и телом, для того, чтобы поддерживать определенные функции организма, нервной системы, там, работы мозга. То есть этот процесс очень сложный, но вот просто взять кому-то и подселиться, и зайти в ваше тело, и слиться с нервной системой, это просто невозможно, это нереально сделать. Поэтому, опять же, этот страх, он не обоснован. И вот когда мы начинаем разбираться, а в чем причина страха, а есть ли основания для этого страха, то мы убеждаемся, что в основе наших страхов лежат какие-то иллюзии, какие-то фантазии, какие-то слухи, которые и как раз-то приводят нас вот к страху. То есть включайте разум, включайте логику, и страх будет постепенно отступать. Следующее, что необходимо делать для того, чтобы взять страх под контроль, это подготовка, это информированность. В любом деле, чем бы вы ни занимались, не имеет значения, внетелесная практика или вождение автомобиля, там что-то еще. Всегда изначально мы готовимся. Изначально мы получаем как можно больше информации, собираем информацию. Где-то тренируемся на тренажерах каких-то, какие-то упражнения делаем, допустим, касательно вождения автомобиля. Мы же не садимся сразу за руль в первый же день и не едем в город, там, в пробки, потому что ни у кого даже в голове такой не появится такой мысли, что так можно сделать. Все сначала изучают правила дорожного движения, практикуются на тренажерах, потом с учителем выезжают где-то с инструктором рядом с городом на каких-то где мало движения на дорогах, двигаются, и только потом сдают экзамен и выезжают потихонечку в город. Это нормальная как бы подготовка, это нормальный процесс от чего-то, от начала к какому-то уровню. Вот точно так же и во внетелесной практике. Не нужно сразу бросаться с головой в то, чего вы не понимаете. Соберите информацию. Узнайте, как это работает, посмотрите, какие упражнения, потренируйтесь до разделения, практикуйте визуализацию, медитацию, допустим. Не нужно доводить себя до состояния уже разделения. Потренируйтесь, соберите информацию, подготовьтесь. И тогда вы уже подготовлены и сможете сделать то, что от вас требуется, как бы разделиться с телом и уже практиковать. То есть подготовка, информированность – это тоже путь к тому, чтобы страх был под контролем. Кроме того, невозможно победить страх, взять его под контроль, если вы остаетесь теоретиками. То есть вы хотите практиковать, вы хотите выйти из тела, вам все это очень интересно, вас это все захватывает, вы думаете, как это здорово вот было бы у самого, что получилось, но дальше мысли, дальше изучения этой темы дело не заходит. Невозможно победить страх, взять его под контроль, если вы не пробуете. Нужно пробовать, нужно практиковать, собрать информацию, подготовиться и нужно начать практиковать. Потому что если вы не пройдете вот этот путь, то есть вот не сделаете следующий шаг, когда начнутся необычные ощущения, вибрации, там гул в голове. Если вы не переступите эту ступеньку, не пройдете этот этап, то у вас ничего просто не будет получаться. Вы не сможете взять под контроль страх. И ничего не получится. Поэтому нужно практиковать, нужно пробовать. Это тоже способ борьбы со страхом, взять его под контроль. Кроме того, вы должны быть готовы к внештатным ситуациям. То есть, если что-то, на ваш взгляд, когда вы разделились с телом, пошло не так, то есть вы думаете, что что-то вам представляет угрозу, кто-то находится рядом. Вот мне часто такое спрашивают, а кто это такие? Вот мы чувствуем, что кто-то рядом, а мы видим кого-то. Вот кто-то пришел, стоит на нас и смотрит, или еще что-то. Это как бы внештатная ситуация. И вы к этим внештатным ситуациям должны просто быть готовы.
Существует несколько способов решения вот этих ситуаций. Вы можете визуализировать какое-то место, перенестись в другое место. Вы можете защитные барьеры, защитные сферы выстраивать, что их никто не преодолеет, эти сферы. Вы можете сами представлять угрозу для этих сущностей, которые, как вам кажется, представляют для вас угрозу. Ну и в крайнем случае вы можете просто легко и быстро вернуться в тело своего. То есть готовность к внештатным ситуациям – это тоже способ, который помогает справиться со страхом. То есть, если вы, выходя из тела, понимаете, что нужно делать, у вас есть план, вдруг что-то пойдет не так, это тоже успокаивает, это тоже помогает преодолеть страх. Кроме того, если в ситуации, когда вы вышли из тела, вы боитесь, вот никак вас не оставляет, да, вот вы все понимаете, вот все вот эти этапы, о которых мы сейчас говорили, информированность, подготовка, практика, все вы вроде проходите, но все равно вот тревожно боитесь. Ну, во-первых, это, конечно, будет очень сильно мешать. Если все-таки вы не сможете взять под контроль страх, это будет вас останавливать. Это не позволит вам далеко зайти. Поэтому страх все-таки нужно брать под контроль. Но если все-таки вот у вас никак вот у вас не получается, вы можете попросить помощи у своих родственных душ, у своих учителей, у тех, кто всегда находится рядом с вами. Будьте уверены, что всегда, когда вы занимаетесь нетелесной практикой, рядом с вами находятся ваши близкие родственные души или ваш учитель. Дело в том, что вы вступаете на неизведанную для вас территорию. Вы осваиваете следующий этап своего развития. И это очень важно для вашей души, для вашего сознания. И это очень важно для них. Это особый шаг, который вы делаете в своей жизни. И они безумно этому рады. Они счастливы, что вы работаете над собой, что вы развиваетесь. Так вот, они никогда в такой ситуации вас не оставляют. Они всегда находятся рядом. Но они никогда себя не проявляют. Они никогда себя не показывают вам, потому что они понимают, что это может вас очень сильно напугать. И всегда, когда я вот об этом думаю, о помощи наших учителей, наших родственных душ, я всегда вспоминаю такой сюжет, я неоднократно видел в интернете, как, знаете, овечки молоденькие, когда они что-то громкое услышат, и они падают в обморок и не могут двигаться, их вот сковывает полностью как бы судорога, и они даже ничем двигать не могут. То есть от страха они просто падают в обморок, немеют. Так вот, это что-то похожее, когда души наши родственные, наши учителя смотрят оттуда на нас. Мы для них, знаете, как овечки. Они боятся что-то сделать, они боятся как-то себя проявить, чтобы только нас не напугать. Потому что любое проявление, это как для этих овечек шум какой-то. И когда люди к ним подходят, там хлопнут в ладоши, и эти овечки падают прям все и не могут двигаться. Вот мы точно так же для них выглядим. Когда сейчас об этом говоришь, это как бы смешно. Но когда попадаешь в нетелесное состояние, это нам там совсем не смешно. Так вот, имейте в виду, наши родственные души, учителя, они себя не проявляют до тех пор, пока вы не попросите об этом в своих мыслях, в своих сознаниях, и только тогда они будут вам помогать. Но когда вы просите такую помощь, вы должны понимать, что сейчас произойдет. Вы должны к этой помощи быть готовым. У меня был такой случай, когда я только начинал практиковать, у меня не получалось разделяться с телом, вот вроде подхожу, все, вроде прохожу вот этот этап вибраций, гула, все, прохожу дальше, но не могу вот покинуть тело, вот разделение не происходит. Я решил попросить помощи в своих мыслях, я еще не знал, к кому обращаться, я просто вот в мыслях обратился, вот кто рядом со мной, из моих там родственных душ, там кто-то из моих учителей, я не знаю кто, вот мои сторонники, соратники, я не знаю, то есть те, кто не представляют для меня угрозу, пожалуйста, помогите мне покинуть тело. Так вот, в этот момент я почувствовал, как меня взяли за ноги, и эти ощущения были абсолютно физические. Я лежу на койке, никого рядом нету, ночь, тишина, и кто-то берет меня за ноги. И я настолько был не готов к этому проявлению, хотя сам попросил, чтобы мне помогли, что меня такой ужас объял, что это просто не описать. Я очень сильно испугался, кто меня схватил за ноги. И я тут же вернулся назад в тело. То есть, вот это, все вибрации, все это прекратилось, и я вернулся. То есть, я попросил помощи, и мне эту помощь хотели предложить. То есть, меня хотели за ноги просто вытянуть из моего тела. Но когда я это почувствовал, что ко мне прикоснулись, я страшно этого испугался. Я это рассказываю к тому,
что вы должны быть готовы. Если вы просите какую-то помощь, то будьте готовы получить эту помощь и постарайтесь не реагировать вот так, как отреагировал я. То есть это тоже такая особенность. К этой помощи нужно быть готовыми. Сейчас это, конечно, смешно, когда я смотрю на это. Потом я, естественно, узнал, кто это был, кто мне пытался помочь. И это такая очень смешная ситуация. Но тогда мне было не до смеха. Я очень сильно испугался. Кроме того, когда вы думаете о страхе, пытаетесь его взять под контроль, очень важным моментом таким является благоразумие, как бы, знаете, осторожность. Это такой универсальный метод, способ как бы борьбы со страхом. Просто не переходите границы. Просто не делайте того, что вы считаете угрожает вам. То есть, допустим, если вы считаете, что какие-то сущности, кто-то может причинить вам такую опасность, там, угрозу какую-то для вас представляет, просто не вступайте с ними в контакт, избегайте этих встреч. То есть вот благоразумие и осторожность, они всегда тоже должны присутствовать. Вот эти такие, знаете, универсальные способы борьбы со страхом, как бы не то что как бы борьбы, а попытки взять его под контроль, они универсальны, в принципе, для всех видов, наверное, деятельности, ну и для внетелесной практики в том числе. Но в заключении, когда о страхе вот сейчас мы говорим, я хочу вам сказать, что, поверьте мне, внетелесный опыт – это безопасно. Никаких угроз для вас серьезных там нет. Никто не навредит вашей душе, не навредит вашему физическому здоровью. Да, есть небольшие нюансы, там о них мы будем отдельно говорить. Но в общем, внетелесная практика – это безопасно. И нарваться на проблемы там намного сложнее, чем нарваться на какие-то неприятности здесь. Поэтому не бойтесь практиковать. Практикуйте и попытайтесь взять страх под контроль. На этом наша сегодняшняя встреча подошла к концу. В следующую встречу мы с вами будем говорить о практике. О тех упражнениях, которые необходимо делать для того, чтобы достичь внетелесного опыта. Я вам расскажу о нюансах небольших, расскажу о медитации, визуализации, дыхательных практиках. То есть это уже будет некая, знаете, практическая часть у нас, следующая лекция. А на сегодня всем спасибо, кто слушал, и до свидания.